на нашу вторую дискуссию в этом году в программе «Talk of Cosmoscow». Программа была составлена приглашенным куратором Cosmoscow Александром Буренковым. В программу вошли темы, так или иначе касающиеся пандемии и того, как нам найти пути к солидарности, к мероприятиям, где мы можем встретиться. Эта дискуссия озаглавлена «Божий промысел. Как галереи реагируют на глобальную изоляцию во время пандемии и как выжили в 2021 году». Сегодня к нам подключены участники из Испании и из Лондона по Zoom, Лучия Холмс и Алина Ханна. Лучию многие знают по проекту Talking Galleries. Вот он уже даже билет купил, чтобы прилететь, но, к сожалению, не сложилось. А с Алиной мы уже по Zoom общались. Вот, когда у нас был вечерний разговор в пятницу Collectors Circle, потому что Алина работает по направлению Ближний Восток России в White Cube. Вот. Также с нами Мария Гисич, галерист из Санкт-Петербурга, Мария Степанова, Ирина Степанова, Сотбис Россия, и Екатерина Ираги, вот буквально с соседнего стенда. Надеюсь, второй день Cosmoscow вам тоже нравится. Алина, Лучия, большое спасибо, что к нам сегодня присоединились. Да, большое всем спасибо. Вот, надеюсь, кто-то из вас уже почитал Art Newspaper по ссылке, которую я отправил, потому что это первая крупная выставка, которая открылась осенью. Это для нас большая честь, особенно оглядываясь на то, как сложно было все это организовать. И если даже задуматься, я, наверное, чуть ли не единственный иностранец здесь, потому что получить визу, организовать логистику, это был просто кошмар какой-то. Можно с уверенностью сказать, что все изменилось. И вот сегодня я предлагаю вам всем задуматься об очень простой вещи. Как изменилась ваша деловая активность, как изменился ваш подход к работе за последние полгода? Попрошу Алину начать, хотя бы просто потому, что большое количество ярмарок в Нью-Йорке и с большим количеством акционных домов. У нас есть Сотбис сегодня. Очень видные имена. Мы все читали недавнее освещение событий в Guardian, в New York Times и так далее. Поэтому давайте начнем с вас. Спасибо большое. Добрый день. Да, действительно, с начала января, когда мир искусства замер в ожидании развития событий, для многих это было, конечно, очень тяжелым опытом. И есть две стратегии переживать кризисы, турбулентные времена: затаиться и ждать, и когда они пройдут, и адаптироваться к ситуации позже, или ускориться. Мы выбрали второй вариант, и Сотбис активно начал проводить онлайн-торги, и все аукционы, которые были приготовлены у нас лайв, они срочно были переведены в онлайн-формат. Нам помогло уже присутствие технических и технологических возможностей, и за первые 2 месяца пандемии мы сделали то, что, наверное, делали бы 2 или 3 года. Если говорить в цифрах, то вот по сентябрь этого года оборот составил $2,5 миллиарда в Сотбис. Значит, можно экстраполировать на другие аукционы большие, посмотреть, какой объем рынка. Мы провели 250 аукционов. Нельзя сказать, что это только были онлайн-аукционы, но в основном 190 аукционов прошло онлайн, и мы продали 12 тысяч лотов. Это, конечно, на мой взгляд, будущее вообще нашего арт-мира. Я не хочу сказать, что все станет онлайн, и эта модель победит все остальные, но во многих ситуациях онлайн-торги показали себя эффективнее, чем лайв-торги, и, конечно, это колоссальная экономия средств на продакшн. Что еще из таких новинок, нами изобретенных, это платформы
дополненной реальности. Вы можете примерить тот или иной лот в своем интерьере, виртуальные галереи, по которым вы можете прогуляться, посмотреть коллекцию. Это онлайн-оценка, это каталог будущего, онлайн-каталог, который гораздо более информативен, чем печатный каталог. Ну и много других новшеств, таких, например, как Sotheby's Gallery Network. То есть мы активно приглашаем галереи использовать нашу глобальную платформу. Теперь хотелось бы обратиться к Алине. White Cube — это действительно глобальное предприятие, и мне интересно знать, как эта ситуация повлияла на вашу повседневную работу с различными директорами галерей. Кроме того, какое влияние ситуация оказала на ваши человеческие ресурсы? Как вы договорились со всеми о том, как вы будете взаимодействовать, когда все галереи были закрыты и так далее? Расскажите подробнее. Да, конечно, с удовольствием поговорю об этом. Лично мой опыт, если честно, во время пандемии, вот именно мой рабочий процесс и то, как я работаю, изменился не очень сильно, потому что я большую часть времени работаю из дома, и как бы тут для меня никаких изменений не было. Для моих коллег, которые каждый день до пандемии ходили в галерею, конечно, изменения очень ощутимые, то есть все работали на удаленке, все работали из дома, и что интересно, будут продолжать работать из дома. Теперь уже, в принципе, мы приняли решение, что мы всегда в таком формате будем работать, даже когда, надеюсь, в скором времени эта пандемия закончится. Все равно как бы сотрудники, директоры галереи будут приходить в галерею только когда это необходимо, только на встречи с художниками, на встречи с коллекционерами. По поводу наших коллег и какие меры нам пришлось принять, мы воспользовались в Лондоне государственной схемой furlough, которая была предложена, и небольшая часть сотрудников, которая не могла выполнять свои функции удаленно, то есть это люди, которые работают в warehouse, например, конечно же, они оказались вынуждены переждать несколько месяцев дома, но сейчас, слава богу, уже все возвращаются. Да, конечно. Есть еще большое количество молодых людей, которые только закончили учиться и пошли работать в такие организации, как White Cube, для того, чтобы получить новый опыт, для того, чтобы познакомиться с большим количеством людей, художников. Наверное, для них воздействие было особенно сильным. Безусловно, я думаю, это справедливо сказать в принципе, всех индустриях, когда ты молодой специалист и только начинаешь свой карьерный путь, по сути, физически ты как сидел дома, так и сидишь, наверное, это немножко разочаровывает, но при этом, конечно же, в нашем случае все равно молодые специалисты имеют возможность видеть искусство, потому что за время пандемии, что у нас очень усилилось по количеству, это контент. То есть контент, который производили и наши художники, и наши кураторы, был просто потрясающим. Поэтому для молодых специалистов, которые недавно к нам пришли, вот это открытие никуда не делось. Marina, I'm curious that, of course, Конечно, Россия огромная страна, практически как целый континент, а вы находитесь в Петербурге. И во время полного локдауна, как вы работали с вашими клиентами в Москве? И будете ли вы продолжать работать в таком формате, хотя сейчас постепенно ограничения снимаются? Для нас, конечно, это тоже было таким шоком, но я считаю, что любые ситуации, которые выводят нас из состояния комфорта, они очень полезны и для наших мозгов, и для быстрого поиска нового пути развития. Я находилась в Карабицыно, девочек своих всех мы распустили, мы все были в разных частях города,
Нам необходимо было собраться. У нас в этом году 20-летие галереи, было очень много запланировано проектов, были продуманы серьезные такие коллаборации. Понятно, что все это невозможно осуществить, и тем не менее для нас это был опыт собраться и попробовать разделить команду на две части. Значит, часть команды галерейной. У нас, во-первых, мы нарастили команду чуть ли не в 2 раза. У меня сейчас 6 человек работает. Это очень много, то есть достаточно 3. То есть мы в 2 раза больше, чем нам нужно. Это вопрос, опять-таки, бюджета, как платить, что мы делаем. То есть это такие сложные вопросы. Кто-то зарплату отрубил, кто-то ее вообще убрал. То есть для меня это было невозможно. Нам нужно было искать возможность и остаться в нормальном состоянии, но при этом мы должны быть заняты. Занятость найти, когда ты ограничен в движении, довольно сложно. Поэтому стратегически мы решили сейчас расширить нашу компанию. Одна ведет все старые дела, старые коллекционеров старых, в общем, всех художников, а другая развивает абсолютно новую стратегию, которая для меня непонятна, была неизвестна, но все-таки, вот, знаете, таким нащупыванием мы начинаем ее выстраивать, и сейчас у меня уже есть понимание, как я буду двигаться в следующих месяцах. Мы перестраиваем свое существование в выставках в сети. Мы переходим, ну, понятно, как и многие европейские галереи, на вьюинг-румы. Мы по-другому даем информацию клиенту. Я презентирую каждую работу теперь, ну, которая дорогая, естественно, которая большая, не только как фотографию, мы делаем целые истории, потому что мне нужно создать не только визуальный ряд, мне нужно создать амбианс, то есть дать какую-то атмосферу, что это за работа, интервью с художником. То есть мне нужно создать вот этот недостающий контакт. Это довольно накладно, но, знаете, это так увлекательно, и это работает. И я совершенно спокойно общаюсь с своими коллекционерами и в Москве, и в Воронеже, и в Париже, и в Нью-Йорке. Мы работаем с художниками. У меня 2 западных художника. Один в Финляндии, один в Дании. И, собственно говоря, мы привезли это искусство в Петербург, даже сейчас, в эти сложные моменты транспортировок и так далее. То есть, на самом деле, для меня этот вопрос был просто необходимый. Я очень рада, что вот эта ситуация, безусловно, я не рада, что мы в карантине, но она позволила мою взрослую галерею встряхнуть и заставить меня смотреть на вещи живым взглядом. И я думаю, что мы сделаем очень хороший шаг над самой собой в следующем году. Опыта набрали. Elvis has left the building on the top left screen. Так, нас покинул один из наших спикеров. Тогда давайте обратимся сейчас к Екатерине, поскольку Лючи вдруг исчез из нашего кадра. Пожалуйста, расскажите, что изменилось для вас? Я с вами познакомился в Нью-Йорке, например. Это было на одном из мероприятий. Кроме того, мы с вами встречались по всему миру на разных мероприятиях. Разумеется, сейчас все это изменилось. Какое значение это изменения имели для вас? У нас немножко другой формат галереи, чем у Марины. Наша деятельность направлена на интернациональное присутствие русских художников. Мы делаем где-то 8-9 международных ярмарок в год. Ну и, конечно, пандемия сделала невозможным наше путешествие. Весной было аннулировано 3 ярмарки, в которых мы запланировали участие. Вот, но, как правильно Марина сказала, нет худа без добра. Современным галереям катастрофически не хватает времени отточить свои инструменты и что-то, что мы раньше делали, может быть, в большей спешке. У нас вдруг появилась возможность задуматься, как сделать что-то лучше. Ну и прежде всего это, конечно, касается нашей дигитальной коммуникации. Мы начали серию фильмов в ИЖТВ, в Инстаграм, телевидении о наших художниках непосредственно в ателье. Я поучаствовала лично в нескольких международных зумах. Тоже новый формат, необычный для меня. И надо сказать, что я не очень в сильном восторге от виртуального общения. Надо сказать, что без сочетания это с
человеческим присутствием. Ничто, конечно, не может заменить живое присутствие людей. Это практически невозможно получить от этого удовольствие. То есть как инструмент рабочий, когда невозможно пересечь мир очень быстро, то, конечно, обязательно надо общаться, но мне кажется, искусство виртуально существовать не может. И мне кажется, что это главный вывод вообще из ситуации, что искусство, даже современное искусство, даже если оно интеллектуальное и трудно, умозрительно понимаемо, оно все равно окрашено эмоционально. И эмоции, они передаются с трудом виртуальным образом. Вот. Но чтобы получить такой вывод, надо было, конечно, попробовать. Вот. И мы тоже в поиске новых способов. То есть мы задались вопросом, которым мы задавались, например, раньше, что современный человек получает слишком много информации, слишком много событий в мире современного искусства, невозможно уследить. Как сделать себя как бы более услышанным, увиденным, какую информацию надо отсеять, что меньше давать. То есть это целое такое исследование для того, чтобы быть ближе, быть доступнее, чтобы не быть таким навязчивым в своих рассылках и так далее, быть более понятным. Вот такие размышления посетили меня и мою команду. Что действительно необходимо, что можно отсечь. И такой ресерч, такое исследование мы продолжаем делать. Также, что мне понравилось во время пандемии, это понимание галеристов, не только русских, а вообще это мобилизовать свои усилия, то есть делать новые содружества, что сейчас как бы открытые соревнования становятся меньше и меньше в моде, а как бы в моде становятся новые виды коллаборации, как объединяться для того, чтобы, опять же, усилить видимость художников совместно, потому что промоушен художественный не является уделом лишь одной галереи, это очень сложная, тонкая работа. Вот. И этим летом, например, как только, соответственно, из-за пандемии мы подвинули пару наших проектов, они перенеслись на осень. И когда перед выходом в отпуск стал вопрос показать еще одного художника, то, например, мы посотрудничали с галереей «Основа», показали совместный проект в их новом пространстве, в новом московском кластере. Вот, и он был успешен. Мы продолжаем сотрудничать теперь в рамках этой ярмарки. Вы можете зайти на стенд «Основы», увидеть нашего художника Никиту Алексеева. Вот. И мне кажется, что это эмблематично, что так поступаем не только мы. Я знаю, что знаменитая американская галерея Давид Звернера сделала платформу для молодых галерей, для того, чтобы сделать их более слышимыми. Звернер очень известная институция. И он пригласил 10 или 12 галерей на свою платформу. Я знаю, что Джеффри Дойч в Лос-Анджелесе тоже создал общую платформу галерейную для сообщества. Ну, в общем, мне кажется, что это один из таких знаков времени. Это солидарность. I must say about the Zoom format. По поводу формата Zoom, вы сказали, что вам он не очень нравится и можно использовать в крайнем случае. Я говорил 2 месяца назад
участвовал в онлайн-конференции в Zoom. Там было 600 человек, и через 1,5 часа конференция завершилась, и мои члены семьи ожидали, что я пойду на кухню и пойду готовить ужин. И я понял, что мне не хватает вот этого традиционного формата, когда есть кофе-брейки и так далее. Это совершенно по-другому в Zoom. Тем не менее, действительно, у нас появилась возможность посмотреть на систему по-другому, порефлексировать над собственной работой, задать себе важные вопросы. Лучия, у вас была такая возможность? Да, конечно. Мы занимались анализом рынка, и, конечно, эта ситуация очень непростая. Мы думаем, что положение аукционов и галерей, конечно, очень разное в этой ситуации. Аукционные дома, можно сказать, выполнили свою домашнюю работу в последние 2-3 года, и они разработали огромные цифровые машины, которые позволяют им продолжать успешно работать в текущей ситуации. В то же время галереи не были к этому готовы, они не были готовы к онлайн-рынку. Во время локдауна общая ситуация изменилась, и, конечно, всем пришлось принудительно ускорять развитие цифровых технологий, их применение, и у всех получились разные результаты. Все это мне напомнило фразу Антонио Гармси о том, что бывает момент, когда старое уже отмирает, а новое еще не рождено. Это получается некоторое междуцарствие и неопределенная ситуация. Мы сейчас в такой ситуации и находимся. И мы знаем, что многие, тем не менее, несмотря на падение доходов, многие галереи, я имею в виду, смогли диверсифицироваться, разрабатывать какие-то новые практики. Тем не менее, некоторые другие галереи не смогли действительно воспользоваться некоторыми преимуществами, которые создала эта ситуация, и по-прежнему считают, что цифровые инструменты неприменимы. Я думаю, что в следующие годы рынок искусства будет развиваться в гибридном направлении, скажем так. Это будет именно гибридная ситуация, потому что, разумеется, развитие цифровых технологий не остановить. Но в то же время, конечно, для мира искусства очень важно именно физическое отношение с предметом искусства, и это, разумеется, останется неотъемлемой частью нашей работы. А что у вас сейчас с делами? Что-то поменялось в работе? В Talking Galleries мы разработали онлайн-платформу. У нас есть серия мероприятий. И на будущее, на предстоящие месяцы мы будем продолжить работать в гибридном формате. Например, у нас запланирован симпозиум в Барселоне, и часть участников будут присутствовать лично, как вот вы сейчас в Москве на Космоску, а часть участников будут подключаться через Zoom или через какую-нибудь другую платформу. Спасибо. Вопрос к Ирине, а потом к Алине. Вот любопытно, сама природа объектов, которые вы продаете, она как-то переменилась? Изменилось ли искусство? Или, может быть, ценовой сегмент съехал? Или, может быть, какие-то другие инструменты продвижения начали лучше действовать? Интересный. Действительно, происходит революция на наших глазах, и аукцион или его подразделения разделились на 2 больших дивизиона. Это Fine Art и Luxury. И они занимаются параллельно, каждый своим продуктом. За последние месяцы аукционов мы увидели, если говорить о серьезных торгах, такие как от Рихтера до Рембрандта или от Рембрандта до Рихтера, мы увидели большой спрос на вещи музейного уровня, и участие в аукционе онлайн не является препятствием для траты 83 миллионов долларов за Бейкона или 33 за Миро. То есть соревнование было очень серьезным, и в торгах участвовали коллекционеры
из 100 стран. В то же время мы активно развиваем новое поколение коллекционеров. Для нас это чрезвычайно важно. И здесь нам помогают новые технологии, сети социальные и продукты, которые создает наша digital и marketing teams. Они, конечно, революционные. Благодаря их усилиям мы видим на каждых аукционах более 30% новых покупателей. И среди этих 30% треть покупателей до 40 лет. Конечно, они пока не покупают вещи за сотни тысяч долларов или фунтов. Средняя ценовая категория онлайн-торгов 10-20 тысяч долларов и меньше. Но вот именно эти маленькие торги стали драйверами рынка и привели вот к таким результатам. Мы ожидаем до конца года провести еще 500, то есть сумма годовая торгов будет 500. И, как я уже сказала ранее, большая часть этих аукционов будет онлайн. Живые аукционы будут только в очень серьезных категориях тяжеловесных. Для этих аукционов будут издаваться каталоги, а для онлайн нет. Но виртуальный каталог сейчас, конечно, изменился невероятно. То, что и до этого говорила Марина. Мы делаем фильмы, мы делаем интервью с экспертами, мы показываем работу очень подробно. То есть то, что не может дать печатный каталог, сейчас стало возможно онлайн. Поэтому я бы сказала, что очень много различных слоев искусства и цен на искусство существует. И мир этот значительно расширился. Можно говорить о том, что идет размывание элитарности в каком-то смысле бренда. Но я думаю, что это вот неизбежное влияние технологий и нового мира. Это случилось бы неизбежно. Thank you. Alina? Спасибо. Да, вы Алина? знаете, по моим ощущениям, вот за этот период пандемии коллекционеры в основном приобретают две категории работ. Это либо то, что они хорошо знают, тех художников и то искусство, с которым они знакомы, и им комфортно приобретать, не видя произведения искусства вживую, либо что-то новое, но не супер большой ценовой категории. И вот что немножечко, к моему огромному сожалению, пропало, чего не хватает вот в виртуальном мире искусства, это элемент открытия. То, чем может похвастаться Космоскоу, одна из очень немногих ярмарок, которые происходят сейчас в физическом формате, за что я просто снимаю перед вами шляпу, это замечательно. То, что вы даете возможность коллекционеру прийти, посмотреть и открыть что-то новое, то, что он не знал, что ему интересно, нужно и понравится. Вот это в онлайн формат перевести вот такой вот элемент гораздо сложнее. Вот. А помимо этого, вот как не могу не согласиться с Ириной в плане того, что онлайн-формат позволил гораздо интереснее расширить именно контент. То есть само то искусство, которое мы предлагаем коллекционерам, не изменилось, но то, как мы его можем преподнести, у нас появились, конечно же, дополнительные возможности, и это очень классно, и я думаю, что это останется уже теперь с нами навсегда. У нас было во время пандемии как бы 3 таких основных направления онлайн-выставок, которые мы делали. Мы делали групповые шоу, и вот нам очень повезло, что у нас сильный кураторский отдел, которые смогли очень большую волю дать своему воображению. Опять же таки, они не ограничиваются сейчас никакими логистическими вопросами, то есть любую гигантскую, супертяжелую скульптуру они могут поместить в свою выставку, которую до этого они никак бы не привезли. Так что это здорово. Второе такое большое направление — это introductions. Тут мы представляем как бы таких новых художников, которые не на ростере галереи, но мы им даем вот эту платформу. И третье — это соло-выставки уже наших художников. И опять же мы имеем возможность включить туда и видео, и разные точки зрения, то есть всякие разные варианты.
И последний момент хочу упомянуть, опять же, с точки зрения контента, который я очень рада, что нам удалось сделать за время этой пандемии. Это мы открыли платформу Tomorrow, где мы дали возможность показать свои выпускные работы выпускникам художественных вузов. Пока что мы провели такую акцию в Лондоне, следующий будет Нью-Йорк и другие города мира. И примерно вот так же, как Звирнер, о котором вы упомянули, дал платформу молодым галереям, мы дали платформу молодым студентам, а теперь уже квалифицированным выпускникам вузов. Это было здорово. Было здорово в плане нового такого, ну, как бы скажем, продукта, то, что 3 художника провели с нами благотворительные такие истории. Они выпустили тиражные работы, и мы продали эти тиражные работы по цене, которая ниже, чем обычно они продают свои работы, поэтому коллекционеры были рады поддержать это, и нам удалось собрать вот с этих 3 акций 2 миллиона фунтов на благотворительные цели, которые пошли вот именно на фронтовую линию борьбы с ковидом. Так что вот такие новые инициативы и новые продукты — это положительный эффект ковида. Thank you. Marina, then Ekaterina, Марина, could you tell me Екатерина, about how you're можете working with рассказать, artists? как вы сейчас по-новому взаимодействуете с художниками, потому что галереи вашего масштаба работают с большим количеством художников, и если нет доступа в студию, как вы переформатировались в этом плане в новой среде? Не просто будет говорить. Ну ладно, попробуем. На самом деле ничего глобально не изменилось, абсолютно. Мы продолжаем работать с художниками, мы приезжаем в мастерские, мы одеваем маски, мы следим за чистотой своих рук и так далее, но тем не менее все мастерские художников за это лето мы проходили. Как сказала Катя правильно, было время прекрасно очистить все ненужное. Мы наконец-то добрались до своих складских помещений, отсмотрели все, что у нас хранится давным-давно. Мы пересмотрели нашу клиентскую базу. Наконец-то вернулись, может быть, к коллекционерам, которых, может быть, случайно забыли, не досмотрели. На самом деле это время было потрясающее с точки зрения того, что мы очистились от ненужной информации, сосредоточились на нужной. Как мы будем работать с художниками? Я на самом деле, благодаря тому, что сейчас огромное количество профессиональных галерей работает, у меня есть возможность учиться у других галерей, принимать их опыт, проращивать его на российской территории, брать только то, что может подойти нам. И то, что вот мы сегодня говорим, да, по поводу платформ, когда взрослая галерея, серьезная, приглашает на свою платформу молодые галереи. Если у нас будет сейчас вторая волна, мне кажется, она у нас все-таки будет, я хочу сделать похожую историю в Петербурге, но дать возможность на своей платформе поддержать художников, которые вывалились из рынка. Ну, вот они вообще никому не интересны, мы их не видим, не слышим, но мы должны о них знать, потому что они наш культурный код. И я, наверное, попробую поддержать питерских художников вот в ноябре, в декабре на такой платформе. Так, то есть, если коротко. Lucia and Alina here in the Goshen Лучия, for Алина, some sort of у нас здесь, в incredibly гостином дворе, сейчас включили какую-то ужасно громкую музыку, видимо, перформанс. very practical Поэтому quits early. я думаю, что мы пораньше свернемся из практических соображений, потому что нам тут буквально друг друга не слышно. Across the stage. Вот мы сидим через несколько стульев, Thank you а very голос не much. долетает. Поэтому спасибо, что к нам присоединились. Лучей, надеюсь, что увидимся в январе в Барселоне, или вас, наконец, сюда привезем на мероприятие Nobel Foundation в течение года, когда откроется возможность. Алина, мы много вместе работаем, спасибо, что присоединились, и хороших вам выходных. Спасибо. Позвольте лично выразить свое восхищение работой Лучия Холмс. Я была в Барселоне 2 раза. Просто замечательная работа. Обожаю ваше мероприятие. Thank you very much. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you. Всем спасибо.